Всем привет! В одном из предыдущих видео я показывал переработку 10 килограммов бывших в употреблении автокатализаторов. И по результатам переработки из них удалось извлечь только палладий. В количестве чуть большем 1 грамма палладия на 1 килограмм катализаторов. А платина и родий по результатам переработки в материале обнаружены не были. Что вызвало вполне оправданное недоумение у меня, у зрителей канала и тем более у подписчика, приславшего материал. После анализа выщелачивающей смеси, примененной для обработки материала, было выяснено, что содержание гипохлорита натрия в бытовом средстве белизна, которое мы использовали как донор хлора в выщелачивающем растворе, было сильно ниже заявленных 15%, что привело к дефициту окислителя в растворе для выщелачивания. Проведя повторную обработку небольшого количества материалов с использованием нормальных лабораторных химических реактивов, следы как минимум платины и небольшого количества палладия были обнаружены. Таким образом, данная повторная переработка будет являться работой над ошибками, главной из которых было использование бытовых реактивов при приготовлении выщелачивающего раствора. Впредь таких ошибок мы допускать больше не будем, и для его приготовления будем использовать нормальный гипохлорид натрия с содержанием 140 грамм на литр. Лирическое отступление закончили и перейдем к плану переработки. А он, собственно, будет не сильно отличаться от предыдущего. На первом этапе приготовим выщелачивающий раствор, в состав которого будет входить разбавленная в 1,5 раза 32% соляная кислота и гипохлорид натрия с массовым содержанием 140 грамм на литр. На втором этапе помучаем наш материал несколько часов в вытяжном шкафу при температуре 80 градусов при помощи приготовленного раствора. На третьем этапе проведем фильтрацию, а на четвертом будем выбивать из раствора хлорполтинат аммония и диметилглиоксимат палладия. Хлористым аммонием и диметилглиоксимом соответственно. Из осадка хлорполтината аммония попробуем восстановить платину до металлического состояния при помощи муравьиной кислоты, а из диметилглиоксимата палладия при помощи формята натрия, предварительно растворив его в царской водке. Ну и если хватит времени, родий поищем в продуктах цементации маточного раствора. Также по устоявшейся традиции не лишним будет напомнить, что использование перчаток, масок, полнолицевых противогазов, презервативов, а также других средств контрацепции строго обязательно. План накидали. Приступаем. Растворы для выщелачивания готовы, и мы приливаем их в материал. И материал отправляется в вытяжной шкаф. Мы тоже в него заглянем и наблюдаем, что началось небольшое газовыделение, а материал вновь превратился в пульпу. Ждем окончания процесса выщелачивания. Спустя 4 часа выщелачивание закончено, и растворы отправляются на фильтрацию.
Ну и по традиции, пока фильтруется раствор, я отобрал из него 2 пробы по 50 мл и посмотрим, что же у нас там навыщелачивалось. Первый проверим реакцию на палладий. Здесь у меня диметилглиоксим, разведенный в 6% растворе гидроксида натрия. Приливаем его в первую пробу. Довольно жирная реакция, которая говорит о том, что в первый раз из раствора мы вывели, мягко говоря, не весь палладий. Ну и следом проверим вторую пробу. Присыпем в нее хлорид аммония. И это будет проба на платину. И как видим, о чудо, выпал хлорплатинат аммония. Таким образом, недоумение от отсутствия платины при первичной переработке 10 кг катализаторов было вполне обоснованным. И также вполне обоснованной является повторная переработка этого материала. На канале я стараюсь показывать все неудачи и ошибки, и одну из них приходится признать. Метод, примененный при первичной обработке катализаторов, оказался не идеальным. Надеюсь, что только вследствие протухших реактивов. Ну а мы ждем окончания фильтрации маточного раствора. Спустя в общей сложности пару часов маточный раствор профильтрован, а материал промыт. И теперь общий объем маточного раствора составляет 5000 мл. Так как извлекать платину, палладий и, возможно, родий из этого раствора мы будем при помощи селективного последовательного осаждения металлов, то первым делом с этой последовательностью необходимо определиться. А для этого отниму еще пару-тройку минут вашего бесценного времени на химическую нудятину. В этих стаканах находятся отфильтрованные растворы после первичного апробирования на платину и палладий, которые мы произвели ранее. В этом стакане находится раствор после апробирования на платину, а в этом стакане находится раствор после апробирования на палладий. И сейчас мы подтвердим или опровергнем два предположения. Предположение первое, заключающееся в том, что палладий, находящийся в растворе в присутствии избытка в нем окислителя, которым может являться азотная кислота либо свободный хлор, имеет четырехвалентную форму и может быть соосажден вместе с платиной при помощи хлорида аммония. Таким образом, если сейчас в этот раствор после выделения из него хлорплатината аммония при помощи хлорида аммония мы прильем раствор, содержащий диметилглиоксим, и не получим выделение осадка в виде диметилглиоксимата палладия, предположение будет верным. И хлорид аммония действительно соосаждает вместе с платиной палладий из маточного раствора. Давайте это проверим. Приливаем раствор диметилглиоксима. И видим выпадение желтого осадка в виде диметилглиоксимата палладия. Таким образом, считаю опровергнутым предположение, что хлорид аммония соосаждает вместе с платиной большую часть палладия. Ну или палладий в маточном растворе находится не в четырехвалентной, а в двухвалентной форме, и избыток окислителя в нем отсутствует. Справедливости ради надо все-таки добавить, что соосаждение палладия из этого раствора при помощи хлорида аммония все-таки возможно, хотя и в очень небольших количествах. И происходит это за счет механического захвата осадком хлорплатината аммония палладия из раствора и окклюзии, представляющей из себя включение примесей внутрикристаллической решетки осадка. Но это, как говорится, совсем другая история, и с ней мы будем бороться на стадии переочистки металлов. Ну а теперь давайте разберемся со вторым предположением, которое заключается в том, что раствор диметилглиоксима осаждает из маточного раствора
не только палладий в виде диметилглиоксимата палладия, но и диметилглиоксимат платины. Таким образом, если после присыпания хлорида аммония в раствор, из которого предварительно извлечен палладий в виде диметилглиоксимата палладия, мы не получим желтого осадка в виде кристаллов хлорплатината аммония, то предположение будет верным. Давайте это проверим. Присыпаем хлористый аммоний. И видим образование желтого осадка в виде хлорплатината аммония. Хотя и в гораздо меньшей степени, чем при проведении первичного анализа, который мы проводили несколькими шагами раньше. Исходя из наблюдаемого количества осадка хлорплатината аммония, делаю вывод, что предположение частично верно. И раствор диметилглиоксима действительно сосаждает наряду с палладием из маточного раствора еще и платину в виде диметилглиоксимата платины. Ну и про механический захват осадком примесей и окклюзию тоже не стоит забывать. По результатам проведенных химических реакций, думаю, что оптимальным способом селективного извлечения металлов из маточного раствора будет следующая последовательность действий. На первом этапе обрабатываем маточный раствор раствором хлорида аммония, после этого отфильтровываем осадок хлорплатината аммония и далее обрабатываем отфильтрованный раствор диметилглиоксимом для выделения из него диметилглиоксимата палладия. Приступим. Тем, кто когда-либо занимался извлечением платины из растворов, думаю, хорошо известно, что сделать это полностью в один проход при помощи приливания хлористого аммония в маточный раствор не получится. И степень извлечения платины из маточного раствора составит не более 85%. Мы же попробуем довести эту цифру до 96-97%. Для этого необходимо выполнение 3 условий. Первое. Выделение хлорплатината аммония из маточного раствора производится не на холодную, а на горячую. Второе. Раствор должен быть нагрет в диапазоне температур от 50 до 95 градусов. И третье. Остаточная концентрация хлорида аммония в маточном растворе после выделения из него тетрахлорплатината аммония должна составлять не менее 20 грамм на литр. Таким образом, исходя из последнего условия, необходимо приготовить такой насыщенный раствор хлорида аммония, чтобы после выделения из маточного раствора хлорплатината аммония в нем осталось приблизительно 100 грамм хлорида аммония. Я приготовил насыщенный раствор с использованием навески в 130 грамм этого реактива. И теперь, исходя из второго условия, ждем, пока раствор нагреется до температуры приблизительно 80 градусов. Также не лишним будет добавить, что нагревание маточного раствора до температуры 80 градусов способствует образованию более крупных кристаллов хлорплатината аммония, что в свою очередь уменьшает окклюзию и механический захват осадком палладия из раствора. Спустя 20 минут раствор нагрелся до температуры приблизительно 80 градусов. И самое время начать приливать в него насыщенный раствор хлористого аммония. Как видим, хлорплатинат аммония начал выделяться. И приливаем остаток.
Теперь минут 15 покрутим раствор на мешалке под нагревом и ждем окончательного выпадения хлорполтината аммония. Спустя 15 минут выделение хлорполтината аммония из раствора закончено. И можно наблюдать достаточно крупные сформировавшиеся его кристаллы. И раствор отправляется на отстаивание, последующую фильтрацию и промывку осадка. Осадок будем промывать 5% раствором все того же хлористого аммония. Спустя 30 минут маточный раствор отфильтрован, и из него выделен хлорполтинат аммония. Сейчас я отмою его в 5% растворе хлористого аммония от механических загрязнений. Еще раз отфильтрую и уловленный на фильтре осадок перенесу на восстановление платины до металлического состояния. После промывки осадка хлорполтината аммония на выходе, собственно, имеем сам осадок, разбавленный дистиллированной водой, и идеально чистые промывочные воды. Восстанавливать платину из этого осадка до металлического состояния будем при помощи муравьиной кислоты. Сейчас я нагрею до кипения раствор с хлорполтинатом аммония и также подогрею муравьиную кислоту. И будем восстанавливать. Спустя 5 минут раствор нагрелся до кипения. И начинаем приливать подогретую муравьиную кислоту. И ждем начала процесса восстановления. Восстановление платины закончено. Вот такое количество осадка получилось. Достаточно приличное. И этот осадок отправляется на чистку, просушку и прокаливание. Ну а мы тем временем займемся извлечением палладия из маточного раствора.
Так как при первой переработке исходного материала, который у нас представлял из себя 10 кг катализаторов, выход по палладию был около 11 грамм, то сейчас я не жду от этого раствора выхода более 10 грамм. И поэтому приготовил раствор диметилглиоксима, способный извлечь из маточного раствора именно это количество палладия. А именно развел в 5% растворе гидроксида натрия 25 грамм диметилглиоксима. Приливаем. Началось образование диметилглиоксимата палладия. И также мы обработаем часть раствора, которую я перелил из стакана большего размера сюда. Так как после всех промывок 5-литровый стакан общее количество раствора не помещалось. Ждем, пока весь глиоксимат палладия выпадет из растворов, и после этого они отправляются на фильтрацию. Осадок диметилглиоксимата палладия уловлен на фильтре, промыт и перемещен в стакан объем 1000 мл. И теперь самое время обработать его раствором царской водки для разложения и последующего восстановления палладия до металлического состояния из царского водочного раствора. Для этого приготовим 80 мл той самой царской водки. Прильем в мерник 20 мл азотной кислоты и 60 мл соляной до 80. И приливаем царскую водку в стакан с осадком. Включаем подогрев и ждем разложения диметилглиоксимата палладия. Спустя 10 минут диметилглиоксимат палладия вместе с фильтрами разложился. Сейчас я за кадром отфильтрую этот раствор и верну его на восстановление. Раствор отфильтрован, и со всеми промывками его объем теперь составляет 200 мл. Восстанавливать палладий до металлического состояния из царского водочного раствора будем при помощи формината натрия.
Для этого сначала погасим избыток азотной кислоты. Гасить будем при помощи натрия уксусно-кислого. Присыпаем в раствор. Также при присыпании этого реактива в растворе образуются предельные карбоновые кислоты, уксусная и муравьиная. И последнее является необходимым условием для успешного восстановления палладия до металлического состояния. Уксусно-кислого натрия достаточно. И теперь ждем закипания раствора. Раствор закипел. И начинаем присыпать восстановитель. Формиат натрия. По чуть-чуть. Восстановление началось. И теперь ждем его окончания под кипением. Восстановление палладия закончено. Вот такое количество осадка получилось. Он очень легкий и, к сожалению, хорошо скоагулировать его не удалось. Также верхушка раствора имеет достаточно странный цвет, поэтому сейчас я проверю раствор на полноту извлечения металла. Прикапываем пробу. И прикапываем хлорид олова-2. И видим, что изменение цвета раствора не происходит. Извлечение полное. Так как у меня есть сильные сомнения в чистоте полученного палладия, сейчас я осушу осадок и перерастворю его в азотной кислоте. Заодно поищем в нем следы платины, остатки которой из маточного раствора за собой, возможно, потянул диметилглиоксин. Я перерастворил в азотной кислоте и отфильтровал предварительно осушенный осадок палладия. И после этого на фильтре наблюдаем вот такую картину. Возможно, что это платина. За кадром я растворю этот фильтр в царской водке и сделаю анализ с хлорным оловом. Ну а в кадре давайте почистим наш раствор палладия через дихлордиамин палладий или палладозамин. Для этого переведем раствор нитрата палладия в щелочную среду при помощи 25% водного раствора аммиака. Приливаем аммиак.
И после приливания аммиака в наш раствор нитрата палладия видим, что чистить его, в общем-то, не от чего. По цвету раствора видно, что примеси в нем отсутствуют. Поэтому сейчас я на всякий случай за кадром его отфильтрую и верну на прямое восстановление. Раствор аммиачного комплекса палладия отфильтрован и имеет правильный цвет, говорящий о том, что примеси в нем отсутствуют. Сегодня для разнообразия отойдем от традиций и не будем восстанавливать этот аммиачный комплекс палладия при помощи формиата натрия, а будем это делать при помощи одноводного раствора гидрозин-гидрата, разведенного в соотношении 1 к 2 с дистиллированной водой. Так как восстановление из щелочной среды обычно сопровождается образованием зеркала на стенках стакана, то задействуем магнитную мешалку для того, чтобы это зеркало не образовывалось, либо сразу же снималось частичками восстановленного палладия. Раствор закипел. Включаем магнитную мешалку и прикапываем восстановитель. Наблюдаем потемнение раствора. Процесс восстановления начался. Прикапываем еще немного восстановителя. И ждем окончания реакции восстановления под кипением. Восстановление палладия закончено. Вот такое небольшое количество осадка получилось. Но на самом деле из щелочных растворов при помощи гидрозин-гидрата палладий восстанавливается обычно в виде фольги, а не в виде палладиевой черни. И этот осадок должен быть достаточно тяжелым. Палладий отправляется на сушку и прокаливание, а мы пока вернемся к еще одному раствору. И это раствор после растворения фильтра, на котором мы предположительно уловили платину. После того, как почистили палладий азотной кислотой, предварительно выделенный диметилглиоксимом из маточного раствора. У нас в предположениях было, что диметилглиоксим при выбивании палладия из маточного раствора захватил с собой остатки платины, находящейся в растворе, в виде диметилглиоксимата платины. И сейчас путем анализа на хлорное олово мы попробуем выяснить, действительно ли это платина. Собственно, вот раствор предполагаемой платины, а во втором стакане у меня ненасыщенный раствор нитрата палладия примерно такой же концентрации, как и предполагаемый раствор платины. Давайте сделаем анализ на хлорное олово. Прильем пробу предполагаемой платины сюда. И раствор нитрата палладия для сравнения. И теперь прильем хлорного олова в один и во второй. Сейчас наведу камеру и попробую показать.
Вот эта проба с нитрата палладия. Имеет вот такой цвет. И проба с хлороводородной кислоты платины. Как видим, цвет разный. Так что наше предположение оказалось верным. И в растворе после растворения фильтра у нас именно платина. Второй раз на камеру платину мы сегодня восстанавливать уже не будем. Видео и так достаточно затянулось. Я сделаю это за кадром. И переходим к финалочке. А вот, собственно, и она. И первым отправляется на взвешивание палладий, добытый во второй итерации переработки 10 килограммов автокатализаторов. Вот такой интересный цвет он имеет. И результат составляет 1,39 грамма. И теперь справедливым к нему будет добавить палладий, добытый в первой итерации переработки тех же самых катализаторов, чтобы получить общую цифру по палладию. И эта цифра равна 11,95 грамма. Ну и, наконец, платина, которую мы так долго искали. И по ней результат 3,68 грамма. И для того, чтобы сохранить интригу на возможную третью часть данной переработки, по платине добавлю, что после того, как мы сделали анализ при помощи хлорного олова на платину и получили реакцию желтого цвета, я все-таки примешал в раствор с предполагаемой платиной хлористый аммоний и не получил никакой реакции. Осадка хлорплатината аммония не выпала. Таким образом, в растворе, скорее всего, находится какой-то из металлов платиновой группы. И, скорее всего, что это родий. Но это не точно. По сумме двух переработок скажу следующее. Метод выщелачивания, примененный в рамках этих переработок, однозначно рабочий. Но его успешность в сильной степени зависит от качества реактивов. Так, при первичной переработке материала в качестве окислителя был задействован бытовой реактив – белизна. И концентрация гипохлорита натрия, находящегося в нем, оказалась недостаточной для полного и успешного протекания реакции выщелачивания. Таким образом, делаем вывод, что использование бытовых реактивов при проведении подобных лабораторных работ крайне нежелательно и приводит к потерям. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки платина и палладий содержащих материалов, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!